Я рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылка находится под видео. В начале видео хочу сказать, что описание схемы фото, видео, все находится в ссылке под видео. Перед ссылкой написано «Жми сюда». Сегодня мы рассматриваем узор для топа. Узор простой, с элементами 3D, состоящий из воздушных петель и столбиками с накидом. Итак, мы начинаем. Для начала наберем 23 воздушные петли. Раппорт узора 20 петель на 6 рядов. Для примера наберем 23 воздушные петли. Держим петельку, 3 воздушные петли подъема, ту петлю, которую держали, в 23-ю, мы вывязываем столбик с накидом 1 и провязываем этот ряд столбиками с накидом в каждую петлю. Так. Хочу вам показать, как я вяжу первый ряд. Вот смотрите, вот петелька, да, в ней 3 нитки. Петелька у нас состоит из 3 нитей. Мы заходим под 2. У нас одна здесь остается и 2 наверху. Вот чтобы у нас оставались 2 наверху. И вывязываем столбик с накидом. Давайте еще раз. Вот сюда. Внизу у нас должна оставаться одна ниточка. Для чего это? Ну, для начинающих, конечно, это не особо, наверное, так важно. Но смотрите, край какой ровный, красивый. И мы знаем, что если у нас косички так ложатся, это у нас лицо. А здесь вот, это изнаночка. А если мы свяжем верхнюю петлю, вот так, остается дырень, да, и не очень красиво. Конечно, там кто-то где-то в конце не будет рассматривать, у нас есть дырень или нет дырень. Но я вяжу всегда так. У меня остаются, ну, я захожу под 2 ниточки и провязываю. Еще хотела сказать, у нас этот топ вяжется вот так, да, и вязание у нас будет здесь, это для новичков, для начинающих. Вязание у нас здесь снизу вверх. Мы провязываем все это необходимое количество рядов столько, сколько вам нужно. Будете вы вязать от талии или от бедра, или закрывать мягкую заднюю часть. Ну, как бы не бойтесь менять схемы и экспериментировать. Ничего в этом страшного нет. Вы же моделируете и вяжете для себя. Автор выкройки нам так предложил, а мы можем все это менять. Вот мы довязали, да, ряд столбиками с накидом. Это у нас нижняя часть нашего топика. Вот таким вот макаром мы будем вязать. Макаром. Первый. Это у нас фундаментальный ряд. Он в схеме, смотрите, не читается, да. Вот в образце в нашем это фундаментальный. А по выкройке это у нас нижняя часть топа. Теперь переходим к ажурной части топа. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй. Вывязываем столбик с накидом. И в третий. Еще хочу сказать. У меня крючок 2,5. Акрил. Ниточки акрил. Они продаются в магазинах эконом-класса по 25-30 рублей. Намотанные. Я вам показываю, как вязать узор. И как он выглядит вот в такой вот в акрил. Но вы можете, если это топ,
Вязать из ниточек я покупала в фикс прайсе. Сейчас там очень много поступило пряжи и недорого относительно. И, соответственно, там уже будет другой крючок. Надо для всех, прежде чем начинать, вяжите образцы. Надо подобрать для вашей будет нити, для вашей пряжи крючок. Если вы хотите, чтобы плотно были, значит надо уменьшать крючок. Вот у меня маленький. Я могла бы связать и 4, да? Но тут тогда были бы огромные петли. Было бы рыхлое вязание. А так вот меняем крючок. Крючок 4 подходит для кардиганов, когда вещь большая, объемная. Вот такой крючок 4 для кардиганов. А для топиков, конечно, надо поменьше. Можно 1,25, 1, вот так вот. Ну, они разные нити же, да. Это вот акрил. А вот у меня есть хлопок. Он намного тоньше. Естественно, крючочек надо маленький. Вот она какая ниточка. Куда таким я буду вязать? Не подходит. У меня сейчас, я еще раз повторю, крючок 2,5. А вы смотрите сами. И потом, когда вы покупаете пряжу, девочки и мальчики, на упаковке сейчас написаны рекомендации. Спицы крючков. И все, и не надо спрашивать, сколько вам надо для этой модели нити, какой крючок, сколько моточков. Все написано на упаковке. Потому что, еще раз говорю, что нитки у всех разные. Провязали мы первый ряд. 2 столбика с накидом. Пропускаем 3 столбика внизу. 1, 2, 3. Заходим в 4. Но пока, прежде чем зайти, мы вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петли. Внизу заходим в 4. И вывязываем столбик с накидом. 1, 2 воздушные. И в ту же точку еще 1 столбик с накидом. Вот что у нас получается. 3 воздушные петли. 3 столбика внизу пропустили. Вывязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю. Три воздушные петли. Пропускаем 3 столбика внизу. Заходим в 4 и вывязываем элемент, состоящий из одного столбика с накидом, 2 воздушные петли и 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 столбика внизу и провязываем в конце ряда 3 столбика с накидом. Хочу обратить ваше внимание. Смотрите, на схеме оно у нас обрывается, да? Но у нас же здесь еще 3 воздушные петли. Либо мы так оставляем, потому что по схеме потом вяжем 2. Давайте оставим, не будем мы придумывать. Я говорю, вот схемы, они так делают, что надо их дорабатывать. Ничего страшного. Но мы теряем. Но мы не потеряли петельку. Все нормально. Вот. Первый ряд связан. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, а заходим во второй и третий. 1, 2. 3 воздушные петли. Заходим в элемент из 2 столбиков с накидом и 2 воздушные петли. И вывязываем новый элемент. Столбик с накидом и уже 3 воздушные петли. Вот так. 3 воздушные петли. Заходим в 3 столбика
и вывязываем 3 столбика с накидом, столбик в столбик предыдущего ряда. 2, 3, 3. Одна воздушная петля, смотрите на схему. Теперь заходим в арочку из 2 столбиков с 3 воздушными петлями. И смотрите, какой интересный тут узор. Мы делаем первый столбик без накида, да? Полустолбик, первый полустолбик. Двойной накид на крючок, заходим опять в эту арочку, вывязываем столбик с 2 накидами. На крючке 3 петли, провязали всю одной петлей. Получился такой вот листик. Двигаем 3 воздушные петли и опять не довязали столбик, оставили на крючке 2 накида, провязываем столбик с двойным накидом, на крючке 3 петли провязали всю одной петлей, 3 воздушные. Двигаем, опять накид на крючок, вывязываем недовязанный полустолбик, двойной накид на крючок, опять в эту же арочку вывязываем столбик с двойным накидом. Сейчас двойной накид на крючок, заходим в арочку, вывязываем столбик с двойным накидом, на крючке 3 петли, провязали все одной петлей, одна воздушная. Сейчас рассмотрим этот элемент, и в конце ряда мы вывязываем 2 столбика с накидом, столбик столбик предыдущего ряда, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. В третью петлю подъема обязательно, чтобы у нас был ровный край. Второй ряд связан. Теперь смотрите, возвращаемся к этому элементу. За счет того, что здесь один полустолбик и столбик с двойным накидом, идет перепад, и у нас этот элемент, он немножко выступает, лепесточек из лепесточка. Так вот необычно. Третий ряд, значит, да? Мы набираем 3 воздушные петли. Подъема. Переворачиваем работу. И вяжем первый ряд. Заходим в столбик, во второй, в третий вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. 4. Теперь заходим в макушку второго лепестка. В элементе предыдущего ряда вывязываем столбик без накида. 1. Затягиваем. 4 воздушные петли. Заходим в 3 столбика, которые у нас отдельно стоят, и вывязываем 3 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Далее, смотрите внимательно, здесь у нас 3 воздушные петли. Если здесь было 4, то здесь у нас 3. Заходим в элемент, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в ту же арочку столбик с накидом, 3 воздушные. В конце ряда у нас 2 столбика с накидом, столбик столбик, и третий столбик в третью петлю подъема. Вот так. Тут у нас эти пышные столбики, а здесь ровно. Третий ряд связан. 3
воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Вяжем 2 столбика с накидом. Столбик, столбик, 1, 2. 1 воздушная петля. Теперь вяжем точно такой же элемент. Делаем накид на крючок, заходим в арочку, где у нас их 3. Не довязываем полустолбик. Делаем двойной накид на крючок, вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли провязали все одной петлей, 3 воздушные. Накид на крючок. Заходим в арочку, вывязываем полустолбик, не довязываем. 2 накида на крючок, заходим в арочку, вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли провязали все одной петлей, 3 воздушные. Накид на крючок, заходим в арочку, вывязываем, не довязываем полустолбик. 2 накида на крючок, заходим в арочку, вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли провязали все одной петлей, 1 воздушная. Сейчас вернемся к этому элементу. Заходим в 3 столбика, вывязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. Вот о чем я говорила. От того, что здесь перепад, у нас столбик, элемент, он, листочки вот так вот отодвигаются. 3D. Видно? 3 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем элемент столбик с накидом, 3 воздушные. И в этот же столбик без накида предыдущего ряда еще 1 столбик с накидом, 3 воздушные. В конце ряда мы вывязываем 2 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда и третий столбик в третью петлю подъема. Вот мы вяжем в третью петлю подъема, у нас ровный край. И здесь ровный край. 4-й ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. 3 воздушные петли. Заходим в элемент. Вот тут у нас элемент был из 2 столбиков с накидом и 3 воздушные петли между ними. Вывязываем точно такой же элемент, только поменьше. Столбик с накидом, 2 воздушные. В эту же арочку столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим в 3 столбика. Вывязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 3. 4 воздушные петли. Заходим в макушку 2-го столбика и вывязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. В конце ряда мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. И в третью петлю подъема вывязываем столбик с накидом. 5-й ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу, вывязываем 2-й и 3-й столбик. 1, 2. 3 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем элемент столбик с накидом, 3 воздушные петли. И в эту же арочку столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим в 3 столбика, которые у нас будут идти по всему вязанию. Столбик, столбик. Вывязываем столбики с накидом. 1 воздушная петля. Заходим в арочку и вывязываем 3D элемент. Полустолбик 1. Двойной накид на крючок. Заходим в арочку, вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли провязали все одной петлей, 3 воздушные. У нас, видите, он такой лепесток загибается. От этого у нас 3D. Заходим опять в арочку, не довязываем полустолбик. Двойной накид на крючок, заходим в арочку, вывязываем столбик
с двойным накидом. На крючке 3 петли, провязали всю одной петлей, 3 воздушные. Заходим в эту же арочку, вывязываем, не довязываем полустолбик, двойной накид на крючок, вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли, провязали всю одной петлей, 1 воздушная. И вот наш 3D. В конце провязываем 2 столбика с накидом. И третий столбик в третью петлю подъема. 6-й ряд связан. Далее повторяется 3-й ряд. 3 воздушные петли и вяжем 3-й ряд. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях, а также вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Пока-пока.